Англия. Конец весны. Мы находимся в самоизоляции из-за коронавируса. Но погода прекрасная, и власти разрешили посещать озерный край. Пока, правда, без ночевок. Мы живем в Уайтхевене, который находится всего лишь в нескольких милях от национального парка, куда мы направляемся на прогулку через небольшие деревушки. Здесь даже имеются свои рестораны. Например, этот передвижной вагон уже, наверное, года 3 прикреплен к данной станции в этом качестве. Но, правда, из-за известных событий все сферы услуг в Британии временно недоступны для населения. И у нас не так много удовольствий в этих затянувшихся каникулах. Зато дворы у всех ухожены, лужайки регулярно стрижены, а собаки устали от многочисленных выгулов, которые служили поводом их хозяев по несколько часов находиться в пешей прогулке во время блокировки коронавируса. Не так давно правительство дало послабление, и теперь разрешается отъезжать от дома для прогулок на природу в обществе своих родных, друзей, с которыми находились в длительной изоляции, и продолжать сохранять дистанцию не менее 2 метров от других людей, чтобы таким образом защитить себя от заражения коронавирусом. Многие жители Британии воспользовались такой возможностью и вернулись к любимым занятиям. Напомню, что озерный край известен своими лентовидными озерами, крутыми горами и пользуется огромной популярностью у туристов. Этот наш поход в самую тихую местность западной части озерного края, лесистую долину Лортон, куда я, Люкреция Кей, приглашаю вас на прогулку к озеру Лоусвотер. Лоусвотер – прекрасное маленькое мирное озеро с фантастическими береговыми тропинками через древний, покрытый листвой лес. Само название является древнескандинавским словом «листовое озеро». Очень удачное описание. За Лоусвотер находятся не менее прекрасные озера, такие как Крамаквотер и Батемир. Эти 3 озера когда-то составляли часть большого ледникового озера, и в настоящее время каждое из них имеет свою индивидуальность. В мае колокольчики в скрытой долине Ранадел – это зрелище, хотя легенда, стоящая за ними, ужасна. Они должны вырасти из крови павших в Великой битве, которая произошла в этом районе. А знаете, популяция 50% колокольчиков мира находится в Британии. И если нам повезет, и эти весенние цветы встретятся на нашем пути, то я расскажу полную легенду о них. Наша прогулка проходит через Холмвуд. Это небольшой смешанный лесной массив, спускающийся к юго-западной стороне Лоусвотер. И тропинка выведет нас к местной ферме, куда мы обязательно заглянем. После небольшой видеозарисовки предлагаю вам снова встретиться. Мне есть что вам рассказать.
Озерный край находится под охраной Национального треста. Так как большая часть земли Великобритании является частной собственностью, и пройтись по ней возможно только при наличии доброй воли и терпимости владельца, поэтому путешественники придерживаются правил общественного поведения и уважают пожелания землевладельца. Лоусвотер – одно из самых маленьких озер в английском озерном крае. Лесной массив озера населен оленями и красными белками. В то время как в марте преобладает великолепная демонстрация нарциссов, май – месяц, когда мы встречаем скромный колокольчик, защищенный Великобританией. Незаконно собирать луковицы колокольчиков, которые растут в дикой природе, и их топтать не разрешается. Они здесь повсюду. Лучшее место, где можно увидеть колокольчики в Камбрии, конечно же, Реннейдел. Колокольчики привлекают посетителей со всего мира, и местная легенда гласит: местный парень по имени Яр Будхара, предполагается, что именно так появилось имя Баттермера, вода Бутара, местного парня, который провел 50 лет партизанской войны против вторжения норманнов в XII веке. Реннейдел был предположительно местом особенного кровопролитного сражения, где Ранулф Лемешен, граф Карлайл, и его армия попали в засаду и все были убиты. Из пропитанных кровью полей появились колокольчики. Особое отношение британцев к голубым пролескам уходит корнями в народный фольклор. Bluebells – таково название этого лесного гиацинта на английском, и ему приписывались волшебные свойства, неудача и опасность. Лесные феи с их помощью заманивали маленьких детей в дикую чащу. Я сейчас прочту стишок свадебной английской приметы в голубом. Something old, something new, something borrow, something blue, and is sealed with sixpence in her shoe. Возможно, вы слышали, как люди говорят: что-то старое, что-то новое, что-то заимствованное и что-то голубое на день свадьбы. Свадебная примета Bluebells – символ постоянства. Староанглийское выражение можно интерпретировать таким образом: нарядиться в новое платье, побаловать себя фамильными украшениями и что-то взять в долг. Что-то голубое часто представляло собой подвязку на чулок невесты. И все это на счастье. Вам понравилась тема свадебных традиций? Следите за моими публикациями. Задавайте вопросы и пожелания, чтобы я включила их в тему, и будем потом вместе обсуждать. Наша прогулка у озера Лоусвотер закончилась. Весна также закончилась. Я старалась успеть в последний вагон последнего майского дня. В прогулке к озеру Лоусвотер компанию нам составила сестра мужа. У нее в тот день был день рождения. Хоть какое-то разнообразие в период самоизоляции. Мы возвращаемся домой. Дом там, где виднеется море. Нас ждет праздничный ужин. Тортик тоже будет. А вам до встречи. Всегда ваша Люкреция Кей.